Добрый день, уважаемые друзья! Я рад вас снова приветствовать и представить следующий, второй модуль информационного материала «Химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы. Воздействие на женский организм». Этот материал подготовлен на площадке iPen. Напомним, в первом модуле мы говорили о базовых вещах, о введении в гормоны, в эндокринную систему человека и говорили о химических веществах, нарушающих работу эндокринной системы. Сегодня мы поговорим о том, где эти вещества присутствуют и как они поступают в женский организм. Поступление в организм женщины и оказание своих неблагоприятных эффектов у химических веществ в существенной степени зависит от их физико-химических свойств. В зависимости от стойкости в окружающей среде и стойкости в организме и способности к биоаккумуляции, то есть накапливанию в организме, химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы, можно разделить на две большие группы – стойкие и нестойкие. Среди стойких особое место занимают стойкие органические загрязнители, их называют СОС, регулируемые Стокгольмской конвенцией, принятые в 2001 году и ратифицированы уже около 200 странами. К этим веществам относятся ПХБ, полихлорированные бифенилы, хлорорганические пестициды, диоксины, полибромированные средства огнезащиты, так называемые антипирены, и, например, перфторированные соединения. Все эти соединения, они липофильны, то есть накапливаются, биоаккумулируются в жиросодержащих компонентах организма, например, плазма крови, печень, в том числе и в грудном молоке, и эти вещества медленно метаболизируются. К стойким также относятся тяжелые металлы, такие как свинец, ртуть и мышьяк. Они также обладают свойствами влияния на гормональную систему, также могут биоаккумулироваться в различных средах организма. Например, свинец может накапливаться в костях и волосах, метилртуть в печени, в почках и головном мозге. И все эти вещества, тяжелые металлы, также медленно выводятся. Нестойкие химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы. Они часто находятся в товарах бытового применения в качестве добавок, однако не связаны с химической формулой с основным химическим веществом и поэтому могут выделяться из товаров и попадать в организм человека при ежедневном бытовом контакте. К ним относятся бисфенолы, фталаты, различные смазки и растворители. Эти вещества достаточно быстро метаболизируются и выводятся из организма. Однако постоянный контакт с ними и присутствие их в организме предрасполагает к хроническому вредному воздействию и возникновению неблагоприятных эффектов у женщин. Как же могут поступать в организм женщины химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы? В брошюре, выпущенной в 2014 году совместно с iPen и Американским эндокринологическим обществом, указывается несколько основных путей. Потребление с пищей и водой, через кожу или при вдыхании с пылью, при внутривенном тоже, например, введении, если медицинский инструментарий, при помощи которого производится внутривенное введение, содержит выделяющиеся химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы, фталаты, например. При сознательном нанесении на кожу и при передаче от матери плоду через плацентарный барьер во время беременности или от матери грудному ребенку с молоком, если химикаты присутствуют в организме женщины. Рассмотрим подробнее основные пути поступления. Начнем с поступления нежелательных химических веществ в ежедневной жизни с продуктами питания. Необходимо констатировать, что в последние десятилетия химический состав пищевых продуктов существенно изменился. Химикаты могут поступать в продукты питания непреднамеренно и в то же самое время в виде специально добавленных веществ непосредственно в продукт питания или в его упаковку. Непреднамеренно могут поступать вещества с рядом расположенных, например, заводов, складов или мусоросжигательных установок. Сначала они поступают в почву или грунтовые воды, или воды водоемов, или переносятся с пылью, а потом попадают на выращиваемые вблизи источника фермерские продукты или продукты личных хозяйств.
К непреднамеренным химикатам также относят пестициды, средства защиты растений от сорняков, насекомых, грибка и других вредителей. Остаточное количество пестицидов после применения на фермах и полях тоже могут попадать в продукты питания. Перечень пестицидов со свойством влияния на эндокринную систему достаточно широк. Включает различные хлороорганические соединения, фосфороорганические пестициды, например, хлороперифос, дикарбоксимиды, примером является винклозолин, глифосат и другие. Молочные продукты – это вот другой способ попадания в женский организм химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы. Также могут попадать женские половые гормоны, преимущественно в виде эстрона, из организма коров. С учетом того, что искусственный отбор молочных пород коров привел к увеличению продолжительности периода доения, это сказывается и на увеличении уровня женских половых гормонов в молоке. Потребляя молоко с увеличенным количеством женских половых гормонов, женщины потребляют эстрогены, женские половые гормоны коров, вместе с продуктами питания. Особую тревогу вызывают химические вещества, официально разрешенные для нахождения в продуктах питания или в их упаковке. По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов Америки, FDA, более чем 10 тысяч химических веществ разрешены для намеренного или непреднамеренного случайного использования. В Европейском Союзе такой список насчитывает 8 тысяч, чуть больше 8 тысяч химических веществ. По мнению Лео Тразанде, профессора педиатрии Нью-Йоркского университета, основное беспокойство вызывает следующие группы химикатов со свойствами, нарушающие работу эндокринной системы. Бисфенолы, которые используются для внутреннего покрытия металлических банок и крышек с целью предотвращения коррозии. Они добавляются в поликарбонатные пластиковые бутылки для напитков, для придания им жесткости. Фталаты, представляющие собой сложные эфиры фталиевой кислоты. Фталаты часто используются в качестве пластификаторов для улучшения свойств пластмасс, повышения гибкости, прозрачности, долговечности. Фталат содержится в пластиковой упаковке продуктов питания. И перфторированные соединения. Они используются, например, в жиронепроницаемой бумаге и упаковке, а также в антипригарной посуде. Другим важным путем поступления вредных химических веществ в организм женщины является вдыхание с пылью, которая окружает человека внутри помещения и вне его. С учетом того, что человек все больше и больше времени проводит внутри помещения, в офисе или дома, количество вдыхаемой пыли помещений в последнее время увеличивается. Другим неблагоприятным фактором является увеличение добавляемых химических веществ в мебель, оргтехнику, одежду, строительные материалы, некоторые из которых из химических веществ не связаны химической формулой с основным материалом и могут выделяться в воздух и тем самым накапливаться в пыли. Особенно при воздействии высоких температур нагревания или, например, солнечного света. Перфторированные соединения, например. Они производятся с 40-х годов XIX века, используются для широкого круга потребительских товаров, включая грязи и водоотталкивающие покрытия для одежды. Их также используют в средствах, используемых при ремонте, чистящих средств и других предметах быта. Или, например, бромированные средства огнезащиты, антипирены, которые добавляются в домашнюю мебель, оргтехнику в целях замедления горения в случае возгорания. Благая цель, но иногда используются химикаты, которые могут оказывать неблагоприятные эффекты на здоровье. Перфторированные соединения, бромированные средства огнезащиты, все они являются стойкими органическими загрязнителями и регулируются Стокгольмской конвенцией ОСОС, о которых мы уже рассказывали. Они способны к накапливанию в организме женщины, и период полувыведения у них достаточно долгий. И уже упоминаемые фталаты также могут при контакте с кожей, при вдыхании с пылью попадать в организм женщины. Фталаты используются в качестве растворителей и пластификаторов. Они используются для снижения жесткости поливинилхлорида ПВХ, для добавления отдушек в продукты или для повышения гибкости пластмасс.
Фталаты подразделяют на низкомолекулярные и высокомолекулярные. Низкомолекулярные диметилфталаты, диэтилфталаты, дибутилфталаты используют в качестве растворителей и связывания в лаках, инсектицидах и различных покрытиях. Они наиболее опасны для здоровья и во многих странах запрещены, но не во всех, для использования в определенных товарах. Высокомолекулярные фталаты, диэтилгексилфталаты, диизонилфталаты, предназначены для добавления в пластмассы, для придания им дополнительных свойств. Фталаты часто добавляются в ПВХ, содержащие материалы и товары. В частности, в ПВХ напольное покрытие, так называемый линолеум, в обои, клей и адгезивные составы. В течение эксплуатации фталаты выделяются из товаров, накапливаются в пыли и с пылью могут поступать в организм женщины дома, на рабочем месте, в офисе или на производстве. Или фталаты могут поступать в организм растущих девочек дома, в детском саду или школьных помещениях. Кстати, вот и в школе девочки могут проводить до 20-30% жизни в детском и подростковом возрасте. Поэтому то, чем они дышат в школе, имеет существенное значение. ПВХ, содержащие игрушки, это тоже другой очень важный раздел, потому что они с большой долей вероятностью тоже будут содержать фталаты. Вообще игрушки и детские товары, прорезатели, соски, бутылочки являются товарами особой обеспокоенности, так как они могут быть источниками экспозиции для растущих девочек и мальчиков не только фталатами, но и другими химическими веществами, нарушающими работу эндокринной системы, такими как, например, бисфенолы и свинец. Следующий слайд является особенно характерным для женского организма. Здесь речь идет о различных средствах, наносимых на кожу девочками, девушками, женщинами. Особенно актуально, я об этом буду говорить позже, использование этих средств в подростковом возрасте, в период бурной гормональной перестройки. Какие же химикаты со свойствами нарушения работы эндокринной системы вызывают озабоченность? Это все те же фталаты, а также парабены и триклозан. Парабены используются в качестве противомикробных консервантов в косметике и в средствах личной гигиены. Наиболее распространенными парабенами являются метилпарабен, пропилпарабен, бутилпарабен и этилпарабен. Вы их многие можете найти на упаковке многих средств, используемых в своей ежедневной жизни. Хотя парабены достаточно быстро выводятся из организма, они обнаруживаются в организме у большинства женщин. Триклозан представляет собой жирорастворимое фенольное соединение с широким спектром антибактериальных свойств, поэтому его используют. Его используют уже более 40 лет в качестве ингредиента в средствах личной гигиены. Обратите внимание на широчайший спектр гигиенических средств, предметов ухода и косметики. Давайте вместе задумаемся. И шампуни, кондиционеры, и губная помада, и зубная паста, дезодоранты, различные лосьоны и крема, то, чем женщины пользуются практически ежедневно. И лак для волос, лак для ногтей, духи, солнцезащитные крема, репелленты от насекомых. Все эти средства могут содержать химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы. Парабены, триклозаны или, например, фталаты. Да, они содержатся в малых концентрациях. Да, они сравнительно быстро выводятся из организма. Но именно ежедневная и постоянная встреча с ними предполагает хроническое воздействие этих химикатов на женский организм. И вспоминаем, что когда мы говорим о химических веществах, нарушающих работу эндокринной системы, мы понимаем, что они действуют тоже на небольших концентрациях, так же, как и гормоны. Помимо собственной экспозиции в течение своей жизни, человек получает еще и унаследованную экспозицию от своих мам. На этом слайде рассмотрим варианты биологической передачи химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы, от матери к детям. Эти пути передачи связаны с наступлением беременности. Дело в том, что некоторые химические вещества из организма матери могут преодолевать плацентарный барьер и попадать в организм плода. Затем, с рождением ребенка, во время кормления грудью, особенно липофильные химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы, попадают в грудное молоко. И вместе с ним к ребенку, девочке. Это характерно для хлороорганических соединений, для диоксинов, пестицидов, ПХБ, а также для перфторированных соединений и бромированных средств огнезащиты. И вот если рассмотреть пару мама-ребенок,
девочка, то мама во время беременности разделяет свои накопленные химикаты с плодом, а во время кормления грудью мама тем самым освобождается от жирорастворимых химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы, но проблема в том, что эти химикаты попадают в организм ребенка, или девочки, или мальчика. Уважаемые друзья, для лучшего закрепления рассмотренного материала предлагаю ответить на вопросы.